На отдаленной строительной площадке в густых болотах штата Луизиана рабочие заметили нечто странное. Из тумана медленно выползала массивная черепаха, чьи размеры превышали любой из известных видов. Ее древний, покрытый трещинами панцирь был усыпан мхом и грязью, а глаза сверкали холодным, угрожающим блеском. Животное двигалось тяжело, но в его взгляде читалась угроза и настороженность. Прораб по имени Маркус Уэллс сразу понял — что-то не так. Как вообще черепаха могла оказаться так далеко в болоте, вдали от естественной среды обитания? Маркус вспоминал, что в последнее время работы шли с большими трудностями. Техника вязла в грязи, материалы прибывали с опозданием, а начальство грозило штрафами за отставание от графика. Рабочие были вынуждены работать быстрее и рисковать больше. Когда черепаха появилась на расчистке, бульдозерист Рэй Тернер был первым, кто заметил ее. Он вскрикнул и дал задний ход, чтобы не стать жертвой ее массивных челюстей, которые зловеще щелкнули в воздухе. Все бросили свои дела и подошли поближе, но держались настороженно. Перед ними предстала гигантская болотная черепаха, размером с небольшой автомобиль, чья мощь ощущалась даже в ее медленных движениях. Черепаха выглядела нездоровой. Ее внешний вид был пугающим. На панцире виднелись старые и новые трещины, некоторые из которых были воспалены и сочились мутной зловонной жидкостью. Кожа вокруг шеи и лап была покрыта буро-зелеными пятнами, признаки тяжелой инфекции. В некоторых местах ткань выглядела некротической, словно началось разложение. Дыхание черепахи было прерывистым, с хрипами, словно в ее легких скапливалась жидкость. Каждый ее вздох сопровождался слабым стоном и странным посвистом, что усиливало тревогу среди рабочих. Она еле передвигалась, и было видно, что что-то внутри панциря сильно ее тревожит. Однако каждый ее шаг отдавался глухими ударами по земле, словно предупреждая всех вокруг держаться подальше. Рабочие спорили, что делать — оставить ее в покое или попытаться помочь. Некоторые предлагали вызвать службу охраны природы, другие считали, что проще оттащить черепаху за пределы стройплощадки. В конце концов, Маркус настоял на вызове специалиста. Пока они ждали, сгущавшийся туман усиливал чувство тревоги. Болото будто ожило, наполненное странными звуками. Где-то вдалеке кричали болотные птицы, а у поверхности воды виднелись редкие круги, словно кто-то наблюдал за происходящим. Каждый новый всплеск заставлял рабочих вздрагивать, а мрачные тени на границе света и тьмы рисовали ужасающие картины в их воображении. После короткого звонка доктор Эллисон согласилась выехать на место, но предупредила, что путь через болото будет сложным. Пока ветеринар добиралась, рабочие попытались аккуратно осмотреть черепаху. Смельчак по имени Ноа Беннет предложил с помощью досок осторожно развернуть животное, чтобы понять, где именно деформация. Черепаха резко шевельнулась, ее челюсти снова щелкнули в воздухе в предупреждении, заставляя мужчин отступить назад. Животное, хоть и ослабло, но сохраняло опасность. Когда Элисон Грей наконец добралась до площадки на старом вездеходе, уже наступал вечер. Над болотом висела зловещая тишина, лишь изредка нарушаемая приглушенными всплесками воды. Рабочие, измотанные ожиданием и тревогой, сгрудились вокруг черепахи, словно охраняя ее от невидимых угроз. В свете прожекторов черепаха казалась еще более устрашающей. Ее дыхание стало тяжелее, глаза тускло поблескивали. Элисон ощущала, как напряжение сжимает ее грудь. Осмотр подтвердил опасения. Внутри панциря находилось нечто инородное. Под тонким слоем ткани и воспаленной плоти Элисон обнаружила участки сильной внутренней инфекции. Органы пищеварения черепахи были воспалены, стенки желудка напряжены и покрыты язвами. Внутри брюшной полости скопилась мутная жидкость с резким запахом гниения, свидетельствуя о сепсисе.
Некоторые внутренние ткани начали разрушаться, вызывая внутренние кровотечения. Каждое ее осторожное прикосновение к внутренностям сопровождался слабой дрожью ослабленного тела, и Эллисон поняла — черепаха находилась на грани между жизнью и смертью. Ветеринар приняла непростое решение — проводить операцию прямо на месте. Маркус организовал импровизированную операционную. Натянули брезент, зажгли строительные прожекторы, подготовили стерильные инструменты. Все вокруг пропиталось запахом антисептиков и натянутой тревоги. Эллисон, дрожа от ответственности, аккуратно ввела черепахе седативное средство, понимая, что в ее ослабленном состоянии любой неверный расчет мог стать фатальным. Ветеринар молча молилась, чтобы животное выдержало нагрузку. Его сердце билось тяжело и неравномерно, а тело излучало слабое, едва ощутимое тепло. Рабочие, стоя в напряженной тишине, осознавали, что находятся на грани чуда или трагедии. Наблюдая, как черепаха постепенно засыпает, рабочие держали дыхание. Несколько раз казалось, что животное вот-вот вырвется из седативного оцепенения. Лапы подрагивали, челюсти судорожно щелкали, а мускулы под панцирем сокращались в судорогах. Эллисон знала, что любое неверное движение может вызвать резкую реакцию. Дрожа от напряжения, она проверила все свои инструменты, прежде чем сделать первый надрез. Операция шла медленно, почти на ощупь. Каждая капля крови черепахи казалась напоминанием о хрупкости ее жизни. Даже в полусонном состоянии она продолжала дергать лапами и с опаской двигала головой. Наконец, доктор начала аккуратно вскрывать поврежденную часть панциря и добиралась до источника проблемы. Все замерли в ожидании. Когда панцирь был открыт, изнутри показалась потрепанная металлическая коробка. На ней виднелась эмблема строительной компании. Рабочие тут же узнали ее. Это был их переносной мини-холодильник, в котором раньше хранили еду. Месяц назад его потеряли во время одной из бурь. Оказалось, что черепаха, привлеченная запахом испортившихся продуктов, проглотила контейнер целиком, приняв его за пищу. Металлический предмет застрял, мешая пищеварению и вызывая воспаление. Эллисон осторожно извлекла коробку, промыла рану антисептиком и наложила швы. Чтобы следить за состоянием черепахи после операции, она имплантировала под кожу небольшой трекер. Теперь судьба животного была под наблюдением. Пробуждение черепахи прошло успешно, но поначалу процесс шел мучительно медленно. Ее веки дрожали, тяжелые лапы медленно шевелились, будто каждое движение давалось через боль. Хотя она выглядела дезориентированной и ослабленной, уже через полчаса в ее движениях появилась осознанность. Рабочие стояли в напряженной тишине, наблюдая, как тяжело, но решительно животное ползло к воде, оставляя глубокие борозды на влажной земле. Казалось, что сама земля содрогалась под ее тяжестью. Даже когда черепаха скрылась за кромкой болотных зарослей, ее величественная мощь и суровая решимость остались в памяти каждого свидетеля. И в глубине души все понимали — лучше бы никогда больше не встречаться с этим древним хранителем болот. Доктор Эллисон поблагодарила всех за помощь. Маркус, Рэй, Ноа и остальные поняли — иногда забота о природе требует больших усилий, но награда стоит того. На прощание Эллисон пообещала сообщить им новости о черепахе через несколько недель. Спустя месяц пришло известие. Черепаха полностью восстановилась и активно перемещалась по болотам. История спасения устрашающего древнего создания стала настоящей легендой среди строителей Луизианы, а работники начали относиться к природе с гораздо большим уважением. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.